Всем привет! Сегодня я поделюсь рецептом пластилинового шоколада. Также приготовим пирожное мандарин. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится бисквит любой на ваш вкус. Я буду использовать карамельный бисквит и шоколадный бисквит брауни. Это у меня остались обрезки. Бисквит надо перемолоть крошку и будем добавлять шоколадный ганаш. Как и бисквит можно использовать на ваш вкус, также и крем можно добавлять на ваш вкус. Можно просто сливочное масло перемешать с сгущенкой, карамелью, сыром маскарпоне и так далее. А можно использовать шоколадный ганаш. Это бетонный ганаш. Почему я люблю его добавлять в пирожное картошку? Это потому, что тут внутри какао-масло, которое нам дает стабильность, дает плотную структуру и в то же время не дает сладость. В итоге пирожная картошка не получается приторно-сладкая. И по структуре тоже мне нравится, когда пирожная картошка довольно такой плотной структуры. Также дополнительно можно добавить какао-порошок, разные вкусовые добавки, корица, ореховые пасты, все что угодно, кофе. Так можно мешать разные вкусы. Одну массу можно поделить и в каждую отдельно еще добавить какие-нибудь дополнительные вкусовые добавки. Также можно перемолоть орехи в крошку и добавить. Все на ваш вкус. Я никогда не готовлю пирожная картошка на весах. Не добавляю конкретный вес бисквита к конкретному весу крема. Все делаю просто на глаз. Масса вначале получается довольно такая нежная, мягкая. Потом из этой массы мы готовим нужного размера пирожные. Также форму мы можем готовить разную. Я просто наполнила маленькие сферы. У меня специальная форма мандарина есть. Но также можно использовать просто полусферы, сделать две половинки и потом соединить, сделать сферу. Можно вручную скатать шарики. Все на ваш выбор. Далее готовим пластилиновый шоколад. Это не пластичный шоколад, а пластилиновый. На 100 грамм белого шоколада мы добавляем 30 грамм инвертного сиропа или меда. Не глюкозу, а именно инвертный сироп, мед, подходит даже какой-нибудь там кукурузный сироп, кленовый сироп, но не глюкоза. Глюкоза нам даст более твердую массу. Подогреваем белый шоколад сиропом до примерно 45-50 градусов и начинаем перемешивать массу. Вначале она просто объединяется, но буквально через пару секунд уже отделяется какао-масло от общей массы. Потом мы берем эту массу и вручную выдавливаем какао-масло. Какао-масло надо выдавливать до момента, когда масса станет гладкая, однородная, не с такими крупинками. Она будет похожа на гладкий пластилин. Какао-масло, которое мы отжимаем, ни в коем случае не надо выбрасывать. Мы его пропускаем через очень мелкое сито и можем добавлять к велюру или глазури гурме. Когда у нас шоколад стал уже однородный, пластилиновый, добавляем нужного цвета краситель. Так как я буду готовить мандарины, я добавляю оранжевый краситель. Краситель добавляем уже тогда, когда масса у нас однородная. Так как если мы добавим в самом начале, когда еще не выжали какао-масло, у нас краситель будет выдавливаться вместе с какао-маслом. Вот такие мандарины я подготовила с помощью формы мандарин. Но, как я сказала, нам просто надо округленную, даже не идеальную круглую, так как мандарину не надо быть идеально круглым. Берем кусочек пластилинового шоколада, распределяем, расплющиваем и кладем на нашу заготовку пирожное. У меня
Пирожная картошка простояла в морозилке, чтобы было удобно достать из формы. Оно у меня полностью замороженное. Не как муссовое пирожное в камень, до такой степени даже не надо замораживать. Но примерно на час, на 2 часа можно поставить пирожную картошку в морозилку. Тогда удобно распределять пластилиновый шоколад. Он очень хорошо распределяется, если где-то потоньше можно добавить еще пластилиновой массы и распределить. И чтобы добиться рельеф, как у мандарина, я буду использовать вот такой коврик. Ну, конечно, если у вас нету такого коврика какого-то рельефного, можно использовать терку. Потом с помощью вот какой-нибудь палочкой или с инструментом делаем, как у мандарина, вот эти углубления. И потом еще с ковриком немного проходимся. Если где-то опять стала ровная гладкая поверхность, делаем рельеф. Пирожное готовится очень просто, очень быстро. Шоколад очень хорошо распределяется. И в конце даже не видно ни одного шва. Все можно сгладить. Сейчас я вам покажу, что на терке также можно добиться рельеф мандарина. Ну, конечно, это немного неудобно с такой теркой, как у меня. У меня вот эта часть такая маленькая, поэтому не особо удобно. Если у вас побольше терка, конкретно вот эта часть, то будет удобней. Терку используем самую мелкую. И также с теркой можно добиться вот такого рельефа. Потом окрасила пластичный шоколад зеленого цвета и с помощью звездочки, формочки звездочки, выдавливаю и делаю вот эти зеленую часть мандарином. Также, конечно, из вафельной бумаги можно приготовить листочки для мандаринов. У меня есть видео на канале. В самом начале я готовила зефирную сирень, и там я показывала, как можно приготовить из вафельной бумаги листочки. И такие же самые листочки подойдут и к мандаринам. Когда все мандарины готовы, немного кисточкой прохожу с темно-зеленым красителем, чтобы сделать оттенки. И самым в конце, чтобы мандарины были более естественные, я прохожусь обычным растительным маслом. Тонким слоем промазываю поверхность растительным маслом и придаю блеск. Можно лишнее салфеткой пройтись и снять, или если за много добавили зеленый краситель, все можно потом салфеткой. И вот такие мандарины получаются, довольно похожие на настоящие мандарины.
Этот мандарин я специально подержала при комнатной температуре примерно час. Я его не ставила в холодильник. И сейчас буду разрезать. Он при комнатной температуре стал более мягкий. Только из холодильника, и кожура, и само пирожное будет более плотное. И такие вот необычные, в то же время простые в приготовлении пирожные получаются. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!